И всем привет! В этот уже воскресный вечер продолжаю тестить пачки на тест-сервере. И смотрю сейчас дикость, что из себя представляет, сколько может набить. У нас в Китае, я сюда потом позже на монтаже кину скрины пачки и героев, ну и урон общий нашей топовой пачки в Китае. Там он наносит 2 миллиарда 200 миллионов. На четвертой воронке у нас уже 40-й там день, ну, 40-й или чуть позже, слияние вот недавно закончилось. А у меня здесь на тест-сервере третья воронка, входные данные те же, то есть у меня не докачана ветка стихий, на плюс 50% атаки бонуса нету, и нету закалки предметов. Ну и у меня еще не идеальный шмот, это такая первая нормальная более-менее сборка. Так, смотрим, что у нас здесь получилось. Флора наносит 1 400 000 в секунду. Если мы помним, если вы смотрели, точнее, яд латером я смог выжить, ну там только в 3 ДД, здесь 4, там в 3 ДД латер наносил 600-700 тысяч, ну может быть 700 с копейками. За весь бой у него получалось там 600 с копейками. То есть, а здесь, ну можно сказать, в 2 раза больше. И, соответственно, там урон был 580 миллионов, а здесь 1 040 000. Ой, 1 040 000. Тоже они с одним Адольфусом. Кто-то может спросить, а как они с одним Адольфусом, который щитовик вроде бы, да? Ну, понятно, что подхиливает, но все равно. Как же они простояли 10 минут? Ну, там, да, сейчас шмот увидим, там просто есть миф шмотка на хил, и вот она здесь у них стоит. Не у всех, у Флоры, естественно, мы не ставим, потому что ей выгоднее ставить полностью в дамаг. Ее и так подхилят, когда надо, поэтому давайте посмотрим на шмот. Здесь мы цифры видим, какие наносят. Вот сколько у нас Адольф выхилил. 2 800 000. Нехило. А они себе вот подхиливали 200 тысяч, 380 тысяч. Кстати, а ему я, походу, шмотку забыл поставить на хил. Но они все выстояли, все выжили. Давайте посмотрим на тайминги. Так, шмот я сохраню. Шмот я сохраню. Так, кто не помнит, у дикости там все в кубиках теперь. Вся механика в кубиках. То есть они каждый скилл бросают кубики, и в зависимости от этого кубика увеличивается, ну, получают бонус к урону. И когда они набирают 100 этих цифр с кубиков, с этих бросков, у них 12 секунд действует взрывное состояние, когда все броски кубиков максимальные. А так как у них разброс большой с кубиков, то есть от единицы, грубо говоря, допустим, у Флоры до 12, то вот это вот бонусное состояние, оно достаточно хорошо влияет на урон. То есть, когда Флора ультует под это состояние, и потом они начинают ультовать, они выкидывают максимальные числа, и она набивает максимальный урон дополнительный. Ну и, собственно, отсюда такой дикий урон. Соответствует названию в этой механике. По крайней мере, в первом сезоне. Давайте глянем. Пробут у меня здесь нету никаких, я еще не ставил. Позже хочу посмотреть, какие с пробутом будет какой урон. Обращу внимание, что у меня закалка, не закалка, а стихийное вот это улучшение. А, тут вот этот предмет нужен, понял. Стихийное улучшение от яда осталось. Тут не так у меня много мифических шмоток, подходящих под флору, допустим. И поэтому я просто использовал шмотки яда. То есть бонус она не получает здесь от на просвещенность плюс 24. Ну и вообще у нее просвещенность достаточно маленькая, 346. У нее понятно, что артефакт не идет на просвещенность, как у Латера, допустим. У Латера здесь просвещенность у нее 120. Поэтому у нее там за 500, ближе к 600 уже максимально можно выжить. А у нее только вот... у меня 346, а вообще со всякими там закалками, с этим у нее там 400, допустим, 50 будет. То есть на большое число вырастет еще. И, допустим, урон будет, да, уже не миллиард, а больше. Ну, в общем, шмотки, если видели пачку яда, я просто снял с Латера. Единственное, что здесь я добавил из всех вот этих вот, с просвещенностью бьет только Флора. Если в пачке яда вот эта шмотка мифическая, которая дает бонус на дополнительный урон, можно было ее поставить, допустим, Корину, там, Твичу, кому угодно, да, вот, которые, у них там много персонажей с масштабированием урона от просвещенности, то есть наносит урон от просвещенности. А здесь только Флора, и поэтому этот бонус может получить только если она будет его наносить. Ну, соответственно, здесь шмотку я и вот эту поставил. У Латера, насколько помню, были вот эти кинжалы, которые при полном здоровье наносят на 25% больше урона, насколько я помню. А так шмотки те же, то есть главное вот статы, миф шмотки все на урон. Статы вот такие, 4000 маловато, 346 маловато, но больше я здесь не смог выжить. Ну, не суть, смотрим как бы примерно. То есть нам главное понять, что они могут. Они могут многое.
Ну, в первом сезоне, по крайней мере, когда идет речь об уроне в одну цель. Вот Каспар, у него все-таки есть, да, шмотка на хил. Такая вот шмотка, владелец получает 50% кражи здоровья при простой атаке, получая дополнительно 50% кражи здоровья, когда ОЗ ниже 25. То есть чем ниже здоровье, тем сильнее кража здоровья. И вот каждому я поставил по такой шмотке. Они помогают Адольфу, потому что Адольф так много не сможет выкилить, а за счет этой шмотки они живут гораздо лучше. Каспара я тоже одел максимально в урон, только уже не с просвещенностью, а классический. Там атака, крит урон. Не идеальные статы, естественно, нету стихийного улучшения, я не стал еще пока делать. Ну, опять же, не суть, будет там 1 200 000 000, там 1 400 000 000. В любом случае, дикость тут, насколько я помню, что лучше всех набивает по урону. В первом сезоне, по крайней мере, обновы. В общем, миф-шмотки такие же, только плюс 1 на хил. Артефакт, вот этот мифический ему, для дикарей, хороший. На увеличение урона. Фелисити у нас по скиллам. Я не знаю, скиллы надо тут прочитывать. Кто смотрел про дикость. Ну, давайте их прощелку, я уже проговаривать не буду. Фелисити у нас тут на разломе, у нее добавили в ульту разлом. Он небольшой, 2%, максимум 8%, то есть максимум 16%, но все равно. То есть она чисто разломщица у нас теперь, основная. И плюс с этого сета бафает урон, когда ультует. Эрич у нас, у него очень важная пассивка для дикарей, то есть он прямо обязан быть в команде. При появлении Эрича все кубики героев дикости улучшаются, их максимальное значение увеличивается на 2. То есть, допустим, если у Флоры было максимальное 10, то стало 12. Вот здесь десяточка у нее, за счет Эрича уже 12. Ну, это важная штука. И у Эрича вот такой сет, который бафает ульту. То есть заряжает ульту всей пачки. Ну, стихии. Такой же стихии, то есть огня. 10%. Соответственно, они ультуют чаще. Ему орган вот этот, чтобы и максимально вот атаку задираем, чтобы он с этого органа давал больше бонуса всем остальным атаке. Ну, в первую очередь нас интересует, конечно, Флора. Ну, тоже шмотка на хил. И Адольф. Адольф у нас танкует. Адольф танкует и снижает урон за счет вот этого миф-артефакта. Очень хорошо снижает. Поэтому они живут 10 минут с одним сапом. Не только потому, что эти шмотки хила, а потому что вот этот артефакт великолепно действует. 17% с половиной снижает урон, пока щит действует, который он накладывает. А он накладывает его часто. Плюс он за счет вот этой миф-шмотки, ну, проговорю, конечно, рассеивает ослабление. То есть снимает этот дебаф защиты. Эрича тут тоже прощелкаем. Каспара прощелкаем. Механика у него как у Флоры. Тоже ультует. Там появляется статус. Только если Флора потом бьет от просвещенности, накапливает, он просто докидывает своими кинжалами, когда во время действия этого статуса другие дикари. Как там написано? Другие дикари. Когда каждый раз, когда союзник успешно накладывает дикое заклинание. То есть бросок кубика больше 4. Когда выкидывает кто-то из них, то он дополнительно наносит урон там кинжалами своими. Но у него не масштабируется от этого, от просвещенности. Ну и Флора наша, да. Основной урон наносит. Так, что здесь главное еще? Тайминги. Шмотки показал. Тайминги. А, ну, таланты, давайте таланты. У Адольфа вот эта ветка. Хорошая ветка. Можете почитать. Интересно, этот эффект при наложении щита вспоминать 5% готовности. Да, правда, один раз каждые 20 секунд. Но учитывая, что, допустим, у Нептуна цикл 20 секунд, то здесь подходит. И еще получение щита рассеет одно ослабление. То есть у него и на миф шмотке такой эффект, и здесь такой эффект есть. У Фелисити вот такая вот ветка. Кстати, я, по-моему, неправильную ветку поставил. По-моему, неправильно. По-моему, вот это лучше. Ну, давайте сейчас проверим. В бою все равно надо посмотреть. Если был 1 040 000, да, сейчас посмотрим. Нанесение урона абсолютно навыку с вероятностью повторного урона. Этот эффект разделяется. Давайте тоже поставим вот с кубиком. По-моему, правда, здесь, по-моему, уже правильно. Атаки. Попробуем вот с этой веткой. Но ставил я по центру. Вот эти вот. Вот эти вот. Давайте всем поставим кубики. У всех стояли центральные, поставим кубики. Я, кстати, не успел потестить с этой. Ну, а Флоре тут без вариантов. У нее
как у эксклюзивного героя, вот талант особенный, ей других вариантов нет. Я не знаю, зачем вообще ей надо было 3 этих ветки делать. Не, может там что-то в какой-то ситуации и получше будет, но я что-то сомневаюсь. И тайминги. Тайминги у меня вот такие. Почему Адольф без таймингов? Потому что бить будут его, соответственно, ускорять с боевого. Ну, молнии будут бить его. И ускорять с боевого он будет себя. Поэтому он будет, ближе уже там после середины боя, он будет ультовать все чаще и чаще. А им это очень важно для того, чтобы выживать. Если поставить ему тайминг, он не выхилит пачку. А так они, как вы видели, стоят спокойно. Ну, не спокойно, но 10 минут они стоят. По поочередности. Флора первая. Потом Каспар. Ну, как потом. Они вместе. Параллельно. Так как у Каспара механика схожая, то есть ему надо, чтобы после него кто-то дикостью там пользовался. И после их двух Фелисити, так как она разломщица. И уже потом Эрич замыкает. Он уже по разлому Фелисити бьет. Ну и плюс Фелисити и Эрич дают вот им, их статусам, вот эти бонусные эффекты от дикости. 18 секунд, естественно, потому что у Эрича вот этот сет на ульту, который 10% ульты дает, вот этот. Поэтому 18 секунд стоит. Так, ветку сменили талантов. Давайте посмотрим, что они могут с другой веткой. По-моему, здесь просто... Почему вот это может быть лучше? Потому что там же в начале вот этих талантов броски кубиков +1. А Флора как раз-таки вот эти эффекты, броски кубиков, они вот здесь вот суммируют. То есть чем больше эти броски, тем она больше наносит доп. Урона. Соответственно, ей надо бы, чтобы они больше этих бросков, чисел делали на этих бросках. Пока что слабенько, меньше 1 миллиона в секунду. Кто не смотрел дикость, как работает, давайте в бою посмотрим. Вот это счетчик, это их классовый счетчик. Это вот именно классовый эффект механики дикости в обновлении, который вот слева там показывается. Фишка в том, что когда они 100 набирают, когда вот бросают кубики, каждое число, которое выпадает на кубики, оно сюда суммируется. И когда 100 набирают, появляется вот этот эффект, он действует 12 секунд, и во время этого 12-секундного эффекта каждое использование навыка и, соответственно, бросок кубика будет максимальным. Не от одного там до рандомное число, до там 6, 8, 10, 12, а будет всегда максимально, пока этот 12 секунд статус действует. А вот эта вот штучка, которая набирает тоже числа, это Флора, ульту. Используют, появляется вот этот статус. Каждый раз, когда они дикость вот используют, эти кубики здесь суммируются тоже. И чем больше, соответственно, тем больше она бонуса нанесет. И мы видим, что у нее уже 1 200 000. Видим, что разлом постоянно висит. Видим вот этот эффект повышения доп. Урона с шмотки, которая на Флоре, про которую я говорил в начале. Вот этот вот. Ну и больше тут так-то не на что смотреть. Дебаф защиты, да, он не всегда убирается Адольфом, потому что он не в тайминге бьет. Но это не важно, потому что нам выгоднее, чтобы он чаще ультовал. А то, что он не снимает иногда дебаф, ну это не страшно, они живут и так. $38 эффектов, это много. Ну, мне кажется, что это много. Ну, наверное, итоговый урон будет таким же примерно. То есть я ветку поменял, но тут 1 200 000 также. Может, они побыстрее набрали его. У Фелисити тут с Эричем чисто формальные такие цифры. По 30, по 40 тысяч. Каспар неплохо, по 250-60 тут бьет в секунду. Ну и смотрим, 5 минут, 500 миллионов. Ну, то есть, да, скорее всего, за 10 минут у нас будет примерно столько же. 1 300 000, 1 350 000. Если сделать закалку, если сделать улучшение стихийное, то есть набрать Флоре просвещенность, им там, допустим, крит урона какого-нибудь, либо крита, смотря чего не хватает, то, думаю, да, добрать можно 200 000. Ну, 200 миллионов это 20%, это много. Но опять же, это третья воронка.
Не четвертая. Ну, практически вот тютя в тютю. Ровно вот идет по 100 миллионов. 100 миллионов в минуту. Хотя я ветки всем поменял. Всем трем. Всем троим. И даже немножечко отстают уже от графика, так сказать. Потому что было минута 50 оставалось, а тут меньше 800 было. То есть, возможно, даже до миллиарда не дойдут. Я не знаю, можно ли как-то идеальный тайминг подобрать так, чтобы у нее ульта всегда подходила вот под этот статус повышенный. Ну, ее и, соответственно, его. И есть ли смысл? Им же тогда придется пропускать какое-то время, ну, то есть ждать, пока он накопится. Будет ли это выгодно? Ну, получилось примерно столько же, на 40 миллионов, а нет, даже меньше. Ну, в общем, миллиард. Около миллиарда. Надо еще поиграться со шмотом, с таймингами, с теми же этими талантами. Потому что ими можно больше. А что, давайте попробуем сделать... Хулиганить, так сказать. Сильно похулиганить не получится. Я думал, Флоре подкачать эти вдохновения. Ну, давайте им подкачаем. У меня немного тут, я не так много крутил. Надо подкрутить, кстати, чтобы плюс 5 собрать. Или давайте подкрутим. Я спрашиваю, конечно, риторический вопрос сам себя. Ну, давайте еще одну Флору докрутим. У нас сегодня стартанул вот этот баннер. Я тут уже немножко покрутил. Мне, кстати, очень неплохо попадало. Я 1000 открутил. А мне здесь попадало 2 Флоры, ну, учитывая гарант, и 2 латера. То есть 4 эксклюзивки за 1000 круток. Ну, это круто. Где тут моя последняя? Вот латер буквально 20 круток назад упал. И там до этого буквально... Ну ладно, не буду здесь уже этот. Как сказал, так есть. То есть, что мне выдумывать? Не будем сейчас на это отвлекаться. Ну, давайте до одной Флоры докрутим. Сколько у нас получится. Векан у меня уже избыток. У меня их нападало столько, что... Не только Флора интересует, но, допустим, Каспар, Эрич, там, Фелисити. Ой, сказал Каспар, и он сразу выпал. Грибов мне нападало. Я уже могу их и сушить, и жарить с картошечкой. Надеюсь, никто не голодный. А то, когда говоришь про картошечку и грибы, если еще уточняешь, какие грибы, там, с лисичками, там, еще что-нибудь, там, с капусточкой, ой, с квашеной. Бывает, даже есть не хочешь, а начинаешь хотеть есть. А время-то вечернее, не стоит на ночь есть. Но, как говорил один депутат, по-моему, да, если очень хочется, но нельзя, то можно. Если нельзя, точнее, но очень хочется, то можно. РХаш. Надо вообще его протестировать, РХаша. Его все поносят. Ну, как бы потому что нигде его нету. В Китае я нигде не видел пачки с ним, чтобы его использовали. Ну, тут как-то загнали в угол на самом деле разработчики. Тем, что Фелисити добавили вот этот разлом в ульте. И то, что Эричу дали вот эту пассивку, которая увеличивает броски на 2. Загнали в угол. Капец, у него ноги накачанные. Он же этот, типа гном, по-моему. Эрич. С накачанными ногами. Так. Ну, давайте сколько? 1000, чё? Не можем себе позволить, что ли? Сколько уже? 500 открутил. Ничего себе. Как это легко делается на самом деле, да? Вот так. Хлеб, 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 хлеб.
А представить, сколько это, если бы реально валюту зарабатывал, либо донатил, либо копил, то есть, либо это, либо донатил, ну это ж кошмар. А так легко тратится. Ну, как и в жизни тоже. Деньги зарабатываются. В основном всегда гораздо тяжелее, чем потом тратиться. Хульдак. Хульдер, кстати, в этом, я, по-моему, говорил уже, в этом, в слиянии, в пачках есть он. В слиянии он играет. Снова векана. Интересно, когда нам все-таки добавят обменник какой-то на избыточные вот эти монеты, на души героев. А то, допустим, у тех, кто там 5-6 повторок отыграл, у них там уже накопилось, наверное, лишних. И вот они лежат мертвым грузом, с них же ну, ничего не возьмешь. Артефакты, но столько артефактов нету, да и незачем покупать их столько. Одеть некуда. О, дубль. Эх, почему же нам на тест-сервере нельзя было? Кстати, давайте я немножечко поною, раз уж вы меня все равно слушаете, поною за сегодня за то, что мы вот с Infernal Engine, кто смотрит его канал, мы с ним потратили все воскресенье, вот, чтобы яд побить. Перебирать шмот, раз там тайминги, пачки, то есть состав. А почему мы это делали так долго? Во-первых, у нас нету быстрого боя. Он в игре есть, функцию добавили на воронке, что есть быстрый бой, но она здесь не работает. Ага, латер. Ну это, ты понимаешь, на гарант. Ну да, на гарант. Латер. Ну я хотел флору на самом деле. Давайте до флоры докрутим. А то я пока не рассказал, надо рассказать, пожаловаться. Это хорошо, что Каспар упал. Так вот, здесь есть функция быстрого боя, которая в тест-клиенте не работает. И каждый тест, когда они живут по 10 минут, даже с ускорением x4, это получается очень долго. И вот каждый тест мы сидим и ждем, пока они его пробьют. И только тогда мы сможем понять, какой итоговый урон. И мы вот этой фигней занимаемся весь день. Мало того, шмотки мы не можем себе там какие-то выбрать статы или еще что-то. Нам дали тест-сервер. А чем мы занимаемся на тест-сервере? Мы, по 7, по 8 минут реальных ждем, пока каждый бой пройдет, анимация воронки. Мы фармим шмотки, то есть все шмотки, руны, мы все фармим сами вручную десятками тысяч хлеба. Это вот этим мы должны заниматься на тест-сервере, да? И когда сегодня я спросил в чате там этих, ну для блогеров есть отдельный чат в Дискорде, мы там общаемся между собой и плюс до нас доносят там информацию какую-то важную, которая нас касается. И я там спросил, что там с быстрым боем, как бы, может, что-то сделать надо, потому что мы очень много времени тратим. И хотелось бы, конечно, тратить это время на то, чтобы показывать, ну, полезную информацию делать, видео, а не вот этой фигней заниматься, анонизмом. На что нам сказали, что тест-сервер, его работоспособность, его функционал и вот эти вот наши возможности для того, чтобы там контент какой-то делать, они не входят в приоритет разработчиков, ну, на данном моменте. И что мы как бы вообще не уверены насчет того, в каком виде клиент у нас поступит на релиз. То есть доделают ли они хотя бы в работоспособное состояние его приведут, чтобы не было за него стыдно. То есть весь этот кривой перевод, там какие-то функции, интерфейсы, все остальное. То есть мы должны надеяться, мы не должны думать о таких вещах, как какое-то удобство на тест-сервере. Мы должны, я вот свой личный выходной в воскресенье все потратил на то, чтобы протестировать одну пачку долбаного яда. Я с 8 утра сидел. Ну, понятно, там с какими-то перерывчиками небольшими, но, в общем, пока нафармил одно, пока нафармил другое, пока потестировал одно, второе, третье. Короче, нам нужно охладить свои эти ожидания от того, в каком виде нам достанется игра. То есть, да, мы ждем обновленную версию, что все там классно было, красиво, все новое, там больше контента, удобств, там плюшечек всяких, наград и все такое. Баннеры классные. Но нужно понимать, что она может дойти до нас в очень таком неприглядном виде. Когда будут кривые переводы, когда будут вылеты, когда будут какие-то неправильные расчеты, когда будет меню, там интерфейс все кривое, наслаивается друг на друга, либо нечитаемое, потому что там цвет текста не поменяли, либо размер шрифта, либо сам шрифт, ну и все вот такие вот вещи. Надо поэтому, да, более, оптимизм поубавить. Ну и вот, пожаловался я, спросил, а мне сказали, ты как бы не понимаешь, да, что это не самая большая проблема сейчас. То есть нам бы хотя бы
довести игру до ума. Ну что ж, будем надеяться, что она придет в хорошем состоянии, потому что на самом деле игра хорошая стала. В Китае она мне достаточно нравится. Интересно играть, концентрация контента, там активности, она лучше распределение такое, то есть само содержание получше, поинтереснее, боссы как-то поинтереснее, вот эти все слияния поинтереснее. Они не такие перегруженные в плане рутины, то есть фарма мало, а если есть, ты там этот X4 нажал, весь хлеб спустил там за 5 минут, если не меньше. Ну, мне нравится. А если у тебя есть время, если есть желание, интерес, да, вот сегодня повозиться там, пособирать посильнее пачки, там, шмот, еще что-то, ты садишься и там на арену залез, шмотки там обновил, пачки обновил. Вот флора пришла. Тоже на гарант, да? Да, тоже на гарант. Ровно по гаранту. Ровно через 1000 круток она падает. Ну что ж, хотя бы так. В общем, игра мне нравится в Китае. Единственное, что в каком виде она у нас будет, да, пока непонятно. То, что у нас здесь, это пока что такое сыроватое состояние. Так вот, давайте похулиганим наконец-таки. Почему я называю похулиганить? Да, потому что, ну, у кого будет там флоры пробужденные? Мне даже вон титул дали. Мне даже титул дали за то, что я флору пробудил на +2. Так, ну только флора у нас не пробужена. Вот про этот эффект я говорил, да, вон 100 там. Ну, я же показывал вроде в начале боя. Поэтому. А вот про этот, да, я столько времени уделил, вот, чтобы про это покритиковать. Вот видите, он не работает, потому что у нас закончились попытки. Мало того, что попытки закончились, они должны обновляться в Китае, кто знает, да, каждый день 10 штук дают этих попыток быстрого боя. Когда они у нас не закончились, а они были 10 доступны на старте тест-сервера, они тупо зависали, то есть процесс останавливался вот здесь вот, ползунок шел и останавливался, и все, и больше никогда не продолжался. Приходилось закрывать игру и по новой начинать, а попытку забирали. И бой как бы не засчитывался, естественно. Вот в таком виде мы получили тест. Ну, как бы действительно, да, учитывая, что сказали насчет состояния клиента, мы должны как бы еще радоваться, что хотя бы в таком виде оно есть. Ну, я согласен, без сарказма. Я согласен. Зная нашу контору, нашу любимую вот эту СГРА, которая занимается игрой. Кто не знает, опять же, уже в 100-й раз, наверное, скажу. Ну, это раскидана эта информация по видео, да, в некоторых повторениях будет, но не все знают, что у нас глобальной версией занимается СГРА, та контора, вот, которая заставку мы видим каждый раз при запуске игры. Это та же контора, которая сделала нам оригинальную версию. Но после того, как она забуксовала и ByteDance, который вот ТикТоком владеет, крупная как бы компания, гигант, он решил закрыть игровой сектор свой. Ну, не понравились ему цифры прибыли. То есть, ну, не понравились они ему. Хоть там и были десятки, допустим, и сотни миллионов в общем, ну, и он посчитал, что это мало. Он решил закрыть свой игровой сектор. И после долгой возни, Tencent, еще один гигант китайский, только уже конкретно игровой, насколько я помню, в первую очередь, он купил права на игру, ну и саму игру, и, собственно, и компания пошла под его крыло. Вот эта СГРА, которая сделала эту игру. Но контент, который мы видим в Китае, на китайских серверах, это делала уже другая компания, другая дочерка Tencent, Аврора, которая. И мы видим на заставке китайского клиента, китайской игры, там нету СГРА, там есть Tencent и есть Аврора. Аврора — это вот вторая дочерка, которая занималась допиливанием игры. И все, что мы видим в Китае, это все сделала Аврора. И после того, как она это сделала, после того, как запустили игру в новом виде в Китае, уже много-много раз за время, пока она там работает, эта игра, ее уже доделывали, то есть уже куча патчей было, куча всего было. И вот не так давно, учитывая версию вот этого тест-сервера, который нам дали, что здесь и быстрый бой, который в Китае недавно добавили, ну и вот некоторые функции, которые только недавно добавили в Китае, и они здесь уже есть. Значит, только недавно этот тест-клиент отдали СГРА нашей компании, которая будет заниматься его доработкой в плане адаптирования для глобального рынка. А с чего я начал, я уже не помню. Ну я говорил про то, что жаловался, что все плохо здесь с тест-клиентом, и что наши разрабы, как всегда, заняты более важными делами. А заняты они этим вот по таким причинам. Им дали этот клиент, да, и они сейчас его оперативно должны его допилить. Видимо, сроки поставили жесткие, раз нам дату объявили 17 июля, то есть без смещений каких-то. Значит, им сроки поставили жесткие, но клиент дали только недавно. И они
Видимо, бурными темпами сейчас его допиливают, потому что проблем тут достаточно много. Ну, главное, что суть работает, вот вся механика, вот это все, это самое главное, это все работает, вроде как. Ну, таких прям явных, только вот с Тиамат мы видели, что там была, она была забагованная, но ее как бы у нас и не должно быть. Кстати, обратите внимание, 400 тысяч Каспар и уже 1 600 000 у Флоры. Поэтому, собственно, и урон такой высокий. Вот, так-то все работает, основное. Анимации, там вот расчеты все, вот эти урона, там, всех вот этих цифр. Все это работает, в принципе, отлично. Но вот, допустим, быстрый бой не работает. Ну, это мелочи. Основные проблемы тут по шрифтам, по переводу. Ну и чисто такая пусконаладочная работа в плане подключения клиентов там к магазинам, то есть чтобы они правильно подсоединились, там, чтобы рассчитывали там все эти комиссии, чтобы предложения там, деньги уходили. То есть вот это вот все соединить. Тоже такая рутинная техническая работа, но тоже важная. Она остается, потом все эти выкладки клиентов там на сайтах и все остальное. А так, перевод, интерфейс, менюшки, вот это все. Чуть-чуть допилить внешний вид, а суть вся работает основная. Кстати, я пока говорил, я что-то не обратил внимания, а у нас бьют молния Фелисити. Она из-за пробуд набрала кучу хп и бьют ее. Но вроде пока что живут. Пока что живут. Ну и вот, благодаря 2 пробудам у Флоры и плюс нескольким пробудам у наших дружков-чувачков и чувишечек, у нас получились вот такие цифры. 400 тысяч, 1 660 000, 1 300 000. Но это третья воронка и без последней ветки стихий и без прокачанного на максимум шмота. Ну и, собственно, и такой не особо хороший шмот. Чисто тот, который я смог нарулить. Ой, вынужден я извиниться, да, за то, что затянул. Видео планировалось как такое короткое. Ну, кому интересно смотреть, кому интересно что-то послушать там по игре. Надеюсь, как бы вы не заскучали. Надо вообще уже наладить стримы. Хочу стрим какой-нибудь, чтобы можно было в режиме реального времени пообщаться. А то самим с собой говорить, да, это не всегда хорошо. Нужно слышать другую сторону. А то просто поток сознания изливать, да, это такое себе дело. Вот этого нету. Плюс 50% атаки. Да, поэтому, ну я уже его показывал, но на всякий случай. В общем, как-то так. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего вечера. Кому-то завтра на работу, поэтому пора спать. Опять же, кому-то, да. Поэтому и доброй ночи. И всем пока.